Жировой гепатоз – это болезнь-убийца. Инфаркты, инсульты. Это болезнь печени. Именно поэтому мы идем на УЗИ печени. Почему опаздываете? Я завтракала. С президентом. Это Дынник Олег Борисович. Это самый современный аппарат в мире УЗИ. Есть точка невозврата. Сказали, что пил пиво. Только воспалительных заболеваний у нас 3 миллиона ходят. Мы делаем комплексное обследование печени по лучшим врачам в стране. Друзья, вы знали, что возможно даже ишемические болезни сердца, инфаркты, инсульты, может быть следствием плохой работы печени. Всем привет, это Андрей Березовский, канал Hexplorer, это канал про здоровье. 30 миллионов УЗИ в год. Столько УЗИ делают в нашей стране, это только по каким-то очень относительным подсчетам, на самом деле может быть намного больше. Именно поэтому мы снимаем ролик про УЗИ. 30 миллионов. 40% с них это УЗИ брюшной полости, в который входит в печень, а печень самый большой орган в нашем организме. Именно поэтому мы идем на УЗИ печени и смотрим не просто на печень. Мы делаем комплексное обследование печени с помощью УЗИ, где мы изучаем 3 параметра. Это насколько печень уже была повреждена различными ядами, токсинами, вирусами. Мы смотрим на самое интересное лично для меня, человека, который бесконечно худеет, это жир или гепатоз, да, что у меня творится с жиром в печени, и это насколько сегодня печень отвечает на всякие угрозы, на всякие заболевания. Друзья, делаем мы это исследование в Медискане, стоит 1000 гривен. На аппарате, который сегодня умеет это делать, это самый современный аппарат в мире УЗИ. Более того, друзья, мы не просто делаем это исследование на самом топовом на сегодня аппарате в мире, мы делаем это исследование с президентом Ассоциации врачей ультразвуковой диагностики Украины. Это Дынник Олег Борисович, это заслуженный врач Украины, автор сотен публикаций, кандидат наук и так далее, и так далее. Вот так выглядит Олег Борисович. Недавно ему исполнилось 60 лет. Дынник Олег Борисович, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, эксперт по мультипараметрической ультразвуковой диагностике, эластографии, стеатометрии, доплеру, президент Украинской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики. И нам удалось еще выкроить буквально 10-15 минут его времени и поспрашивать его о современных методах УЗИ, о том, что происходит в ультразвуковой диагностике, что происходит в Украине. Поэтому, друзья, досмотреть этот выпуск до конца просто must have. Подписаться на канал и поставить колокольчик. Если у вас есть какие-то вопросы для Дынника Олега Борисовича или какие-то вопросы по этому исследованию, обязательно задавайте их в комментариях. То есть мы показываем на экране печень. Что, показывает? Серьезно? Светло 5 литров. Не, я немного, но литр. Да. Это тоже закон. Андрей, все, вы нам нравитесь. То есть вот так вот быстро? Да, вот это вот быстро. Вот почему УЗИ непонятный метод. Что-то наклацали, что-то это самое, сказали, что пил пиво. Где правда, люди? Вот эти 3 полоски, они рассказывают о состоянии печени в разных ипостасях. Вот,
первая полоска это фиброз, вторая полоска это дисперсия, то есть вязкость, это активность воспалительного процесса. Вы пока в синей зоне. А это мои показатели. Хорошо, да. А вот attenuation индекс, это, видите, он на пределе. То есть у человека в печени накапливается жир при определенных условиях. То есть это о чем? Это жир или вот это третье, ITI? Это... ITI это жир в печени. Но это питание? Образ жизни. Образ жизни. А образ жизни включает характер питания и характер энерготрат. То есть человек, если он попитался, он должен это употребить для энергии. Если он этого не сделал, глюкоза переходит в печень и в жир. Но это обратимый процесс или нет? Конечно же, все обратимо, все оптимистично. Liver Package показывает шансы. То есть куда мы ушли, как далеко в патологических проблемах печени и сколько надо приложить усилий, чтобы вернуться назад. Есть точка невозврата, например, это цирроз. Вот если туда уже человек зашел... Цирроз где? Это желтый или это красный? красный? Это алярм, это красный. Это красный. Ну а норма и вот... Норма это здесь... синяя, да? Синяя норма, диапазон нормы, да? Это же не одна цифра, а есть пороги, вот здесь обозначены пороги. А возрастные изменения здесь важны или нет? Или это не так? Печень, или пол? она всегда молодая. Печень, она, в отличие от других органов, обладает удивительным свойством к регенерации, физиологической регенерации. Поэтому она за 200 дней у человека всегда новая. Ну, современное УЗИ в 21 веке – это гонка медицинских вооружений и технологий. Это те аппараты, которые вы только что видели, в том числе один из флагманов отрасли – это Canon с серией Apleo I, там 800, 900. Это те направления, которые и те аппараты, которые показывают, куда нужно развивать отрасль. Что отрадно наблюдать, что высокие технологии верхнего эшелона, то есть топового премиум класса, постепенно мигрируют в базовый класс. То есть не за горами то, что и эластография, и стеатометрия, и другие высокие технологии будут мигрировать вниз, ну, непосредственно к пациенту в клинических условиях. Вот такие аппараты, как вы сегодня увидели, они толкают нас еще дальше, то есть создавать учебные продукты для того, чтобы врачи массово этим овладевали. Так вот, если мы говорим о том, что 30% населения больны жировой болезнью печени, то и аппаратуры должно быть много. И, естественно, и специалистов, которые это производят, врачей ультразвуковой диагностики, должно быть много. Они должны удовлетворять клинический запрос, который огромен. Мое мнение как специалиста по печени, да, не только как ультразвукового специалиста, но и как и гастроэнтеролога и патофизиолога, я считаю, такой аппарат должен стоять хотя бы в каждом областном центре, как экспертный центр по оценке состояния печени. Основной чертой ультразвуковой диагностики на сегодняшний день является огромный выбор, который невозможен ни в КТ, ни в МРТ. С точки зрения ультразвука, мне всегда звонят как президенту Ассоциации ультразвуковых специалистов Украины, особенно главврачи, говорят: вот мы решили покупать УЗИ, какой лучший в мире? Я говорю, вопрос сформулирован неверно. Подойдите к окну и посмотрите на проезжую часть. Там движется поток автомобилей. Вы много видите одинаковых автомобилей? Молчание на той стороне трубки. И я говорю, вот так и здесь. Каждый выбирает УЗИ и волен, и возможно выбрать ультразвуковое оборудование по потребностям и возможностям каждого потребителя. Печень – один из самых больших органов человеческого тела. Отсюда вытекает и важность его оценки с точки зрения 500 биохимических реакций, которые он контролирует в организме. То есть он следит за химическим гомеостазом, то есть постоянством внутренней среды человека. И Liver Package как раз и отражает те направления, по которым этот орган страдает. А эти страдания, они разнонаправленные. То есть так же, как 500 реакций химических, так и ультразвук теперь достиг мультипараметричности, то есть возможности оценить орган с различных его
проявлений, патологии или нормы. Мы должны сказать пациенту, у него все хорошо. Эластография была одним из методов, который позволил оценить развитие фиброза. Фиброз – это неспецифическая реакция на любой травмирующий печень агент, то ли инфекцию, то ли яд, то ли аутоиммунный процесс. Все заканчивается фиброзом, и в конце конечная точка – это цирроз. Значит, к сожалению, вот печень под ударом всегда, а цивилизация привела к появлению широкого диапазона ксенобиотиков, которые травмируют нашу печень каждый день, начиная там с гастронома, с аптеки. 2/3 лекарств вызывают гепатотропный токсический эффект. И поэтому это и появилась, так сказать, реакция вот, оценить фиброз, как пострадала печень от тех или иных воздействий. Второе воздействие, я бы даже сказал, и это признается учеными современности, еще более коварное и травматичное – это развитие жирового гепатоза. Значит, дело в том, что жировой гепатоз – это болезнь-убийца. Может быть, вы слышали, что есть инфаркты, инсульты, которые это кардиоваскулярные, цереброваскулярные катастрофы. Так вот, по образному выражению нашего ведущего, одного из ведущих диетологов и гастроэнтерологов страны, профессора Анохиной Галины Анатольевны, моей учительницы, такого наставника в области диетологии, она произнесла фразу 25 лет назад, которая у меня вот сейчас вам ответ, что ишемическая болезнь сердца – это болезнь печени. Все липопротеиды, то есть это холестерин, да, который оседает на стенках сосудов в виде бляшек и потом убивает человека в итоге, производит печень. И моя сентенция – это двойной синдром Винни-Пуха. Это неправильная печень, то есть жировая печень, делает неправильную кровь. И таким образом зарождается атеросклероз сосудов, который в конечной точке убивает человека. И неправильная печень делает еще и неправильную желчь, которая тоже может убить. Это камни в желчном пузыре, это как результат панкреатит и много чего другого. Третий момент, который волнует врачей-клиницистов и которые, собственно, и заказывают как раз такие исследования нам, врачам ультразвуковой диагностики, это активность процесса. То есть большинство врачей сейчас контролируют состояние печени по биохимическим параметрам, таким как АЛТ, АСТ, билирубин. Это наиболее такие расхожие параметры биохимические. И вот если эти параметры отклоняются от нормы, следующий шаг – liver package. Скажите, вопрос. А вы себя контролируете вот так или нет? Или вам так всегда комфортно? Скажем так, когда вы такой статичный, вы в армии не служили? Я человек армейской закалки. Да. Так простоять 10 минут и не шелохнуться вы, конечно. Да, так вот, с точки зрения оценки собственного состояния этим liver package, это уже давно пройденный этап. Потому что я клиницист по образованию, и для меня ультразвук это только метод. А когда мы получили такие уникальные инструменты, то, естественно, первым телом, которое было обследовано этим инструментом, было собственное тело. Есть такая латинская пословица «medice cura sum». Если врач расплывается от жира и агитирует за здоровый образ жизни, у меня, мягко говоря, возникает к телевизору недоверие. Поэтому с точки зрения моих пациентов я всегда должен своим примером предъявить пациенту liver package собственный и сказать, да, это возможно. То есть все возможно привести в норму. Liver package – это отличный мотиватор для человека, чтобы он стал лучше. Liver package на сегодняшний день – это, можно сказать, уникальное собрание технологий, которое доступно только премиум классу машин. И то в мире я знаю только две фирмы, производители брендовых ультразвуковых аппаратов, которые обладают полноценным liver package. Поэтому такой огромный мультипараметрический комбайн, он дорого стоит, и на сегодняшний день только две фирмы могут презентовать полный вот этот комплект для того, чтобы удовлетворить высокие запросы клиницистов. Ультразвук, в отличие от других модальностей, имеется в виду КТ, МРТ, рентген конвенционный, все-таки оператор зависим в базе, то есть как датчик врач повернет, такое изображение и получит. Из-за этого очень много споров, из-за этого нужны лидеры отрасли, я имею в виду врачи, которые
способны дать оценку работы своих коллег, разрешить спорные вопросы. Ну и третейским судьей может выступать МРТ. Смотрите, несмотря на то, что ультразвуковая диагностика явно субъективный метод, существуют мировые протоколы, по которым должны выполняться исследования. В абдоминальной либо там в гинекологии, в акушерстве, что особенно жестко, и в других отраслях анатомических, где применим ультразвук, а сейчас он практически всюду применим. Даже в ковид-ситуации для легких, например. Как оценить врача? Знаете, работу врача можно оценивать только жизнью. То есть, если он прав, пациенту это в пользу, да, в плюс. Если пациенту это создает некие проблемы, значит, у этого врача с УЗИ что-то не складывается. Вот этот буремный 14-й, вот, и 13-14, да, это переломные моменты, когда я не смог сотрудничать с некими государственными структурами, ввиду того, что туда пришли люди, не моего представления о медицине. И я ушел и создал свой институт для того, чтобы не только заниматься ультразвуковой диагностикой на потоке, но и разрабатывать какие-то новые технологии применения ультразвуковых устройств. Вот и все. Я доволен. Это трудный путь, если ты отвечаешь за коллектив, если ты финансируешь коллектив, если ты находишься то в кризе страны, то в кризе ковид. Я доволен. У меня есть администратор, это директор, безусловно. Я не многорукий там Будда. У меня есть свои меры компетентности, и я был руководителем в свое время огромного коллектива. И я знаю, что руководитель должен делегировать свои полномочия подчиненным, и тогда это команда, которая выполняет определенные задачи перед этим коллективом поставлены. Но то, что у нас идут международные публикации, и нам не стыдно за свою научную работу от нашего коллектива, я считаю, это критерий того, что институт как идея состоялся. Но вы по-прежнему проводите УЗИ? Я каждый день это делаю, и по много раз. Много. А сколько вы УЗИ сделали? Вы считали? Нет. Я в этом плане... 10 тысяч. Если 200 рабочих дней в году, начинаю я работать, например, там в среднем 10-15 УЗИ в день, сложных УЗИ, не таких только там живот, да, вот, и если посчитать, что я начал свою деятельность, грубо говоря, с 1985 года, это калькулятор. Я не считал, я не амбициозен в этом плане. У меня амбиция другая, чтобы нас мир услышал. Я, кстати, бы хотел плавно перейти от института эластографии, как учреждения, можно сказать, частного, и форма моего ответа на выклики эпохи, да, вот, вызовы эпохи, то, собственно, вот ассоциация наших врачей ультразвуковой диагностики в Украине, она как раз демонстрирует коллегиальность, командную работу, развитие самых разнообразных направлений в ультразвуковой диагностике. Кто-то корифей в одном направлении, кто-то в другом. В третьем направлении 5 корифеев. И их конкуренция и их творчество, оно приводит к тому, что они делятся этим всем в рамках наших конференций, мастер-классов, школ. Более того, мы пострадали от ковида, потому что отменили практически все школы воскресного дня, потому что ультразвук – это все-таки прямой контакт с оборудованием, прямой контакт с телом пациента и с коллегами. Поэтому здесь у нас, конечно, пока мы ждем, когда можно будет собираться группами. Дело в том, что ультразвук позволяет решить, скажем так, вопросы первичной диагностики, да, актуализации. То есть колоноскопия, безусловно, золотой стандарт, но она не закрывает всех вопросов. Например, толщина стенки, там распространение. Это ультразвук, МРТ, КТ. Да, но КТ, МРТ – это дорогие модальности, недоступные, в том числе и нашему слабоплатежному населению. Поэтому УЗИ, я считаю, решает вопросы, опять же, такие двух уровней. Это первое – это диагностика, когда уже есть какие-то проблемы. Второй этап, вернее, даже более сказать, первый этап – это скрининг. Вы знаете, УЗИ делается в стране Украина. По последним отчетам МОЗа
за 2019 год было сделано 30 миллионов УЗИ разного плана. Из них 40% это абдоминальное УЗИ. И кишечник виден на всех УЗИ этих, да, на 40%, да, вот от 30 миллионов. Значит, могли бы и видеть патологию. Только воспалительных заболеваний кишечника у нас 3 миллиона ходят, и мы об этом не знаем. И они об этом не знают. Друзья, сразу снимаю свои результаты, только вышел. Вот видите, эластография печени, уникальное исследование. Вот мои показатели. Стеатометрия – это ответ на воспаление, насколько я понимаю. Все ссылочки на доктора, ссылочки на то, где мы делали это обследование, оставлю в описании. Сразу по результатам. С печенью, слава богу, у меня все нормально. Единственные показатели, которые на грани между там, синей и желтой зоной, это по жиру в печени, это питание, это вот глюкоза, это сахар и так далее. То есть это все, что у меня, над чем надо работать именно с питанием. Стадия фиброза 0, то есть печень у меня отлично работает. И ответами на воспалительные процессы очень неплохие. Задавайте свои вопросы президенту Ассоциации УЗИстов Украины прямо под этим видео, если у вас есть любой вопрос. А мы продолжаем идти дальше по лучшим врачам в стране.